Всем доброго времени суток. Сегодня расскажу вам, как я буду делать бампер со стекловолокна. Такой тюнингованный, какой-то необычный бампер. У нас сегодня приехала Mazda 6 2007 года. Итак, как я это делал? Как снимать бампер, я думаю, вам не интересно. Самое главное, я буду рассказывать, как я само изготовление этого бампера. Буду рассказывать сам процесс изготовления этого бампера. Итак, с чего я начинал? Снял родной штатный бампер, обклеил прилегающие части автомобиля к будущему бамперу. Дальше нашел центр автомобиля. Там у нас как раз были технологические отверстия. В эти отверстия вставил болты. К этим болтам приварил такую трубу квадратного сечения. Она, опять же, вымерил, чтобы она была параллельно всей геометрии автомобиля. Далее начинаем делать остальные крепления. Итак, постепенно прикрутил эти две пластины. От этих пластин выгнул примерно, какой у нас будет силуэт радиаторной решетки. И начал потихонечку приваривать. И вот такой у нас вышло. Бампер у нас получился, скелет у нас получился съемным. Крепление у меня получилось здесь. Штатные здесь. Здесь было отверстие, ставил болт с обратной стороны, закрутил гаечку. Снизу там тоже на штатное место я, если видно, вон прикрутил планочку с отверстиями. Прикрутил и опять же к ней приварил. В углах я... Тут было такое отверстие, я сейчас с этой стороны встану. В углах я прикрутил к крылу шайбу. На эту шайбу, к этой шайбе уже приваривал сам скелет, чтобы можно было с обратной стороны выкрутить болт, и оно все это дело снималось. В ходе дела бампера стал такой вопрос, как сделать, как сопрячь новый бампер с решеткой заводской. Делать форму самому как-то не хочется. Бюджет бампера очень маленький. Так что я придумал такую технологию. Сейчас сделаем матрицу. Вот, это родной бампер с нее. Сделаем матрицу вот этого сопряжения с решеткой и с телевизором автомобиля. Обклеил скотчем, залепил укрывочной пленкой. Сейчас наложим сюда стекловолокно, снимем эту матрицу. В эту матрицу заложим опять стекловолокно, снимем. У нас уже будет готовая деталь, которую можно будет сюда вставить, закрепить под решетку. Продолжать далее. Ну вот, закидал я стеклорогожей, стеклотканью. Смазал все это обильно полиэфирной смолой. Ждем, пока высохнет. Прошло 4 часа. Я уже снял эту матрицу с бампера. Там немножко протекло. Эфир, видать, разъел лак. Вон такое случилось. И здесь. Здесь не видно ничего. Все, берем эту матрицу. Слепок, как это назвать. Вот такое у нас получилось внутри. Вот эти пузырьки, которые остались. Не видно вон. Видно, не? Эти пузырьки надо будет зашпаклевать, залить пластилином, замазать пластилином. Потом опять пролаживаем все малярным скотчем и делаем уже отсюда готовую часть и вставляем ее
под нашу заводскую решеточку. Кстати, с бампером у нас такие процедуры пошли. В планах у меня было залепить вот эти все промежутки картоном, скотчем малярным. Но я начал залепливать, но пролеты большие и сильно гуляет бумага. Очень плохо будет. Так что я решил взять такой вот конек, у меня валялся. Толщина металла 0,5 где-то. Ну, очень-очень тонкая. Даже на самом маленьком токе прогорает постоянно. Ну, короче, я все вот эти ответственные места залеплю, позаваривая жестью этой. Я думаю, будет у меня так получше. Все, завариваю и обклеиваю матрицу. Вот так выглядит обклеенная матрица скотчем. Подготовил стеклорогожу, нарезал такими кусочками. Это будет залепливаться в труднодоступных местах, чтобы она плотно прижалась. Нарезал стеклоткани. И такой еще нюанс. Стеклорогожу лучше не резать, а лучше рвать кусочками. Вот такими, когда ложишь, когда обклеиваешь. Это для того, чтобы плавней стыковалось кусок с куском. Закидал я стеклотканью с полиэфирной смолой. Вот так оно все выглядит. Вон видно стеклоткань. Я слоями ложу стеклорогожа, стеклоткань, стеклорогожа, стеклоткань. Все это сделано для прочности. Вот так вот выглядит. До завтра она подсохнет, застынет, и я ее вытащу и вставлю сюда уже. И будем продолжать дальше. Итак, застыла наша заготовочка. Я уже ее разделил. Сейчас я покажу. Вот она досталась формы. Такая у нас получилась она. Я уже примерно просверлил отверстие под нашу решетку. Все, теперь ставим ее на наш бампер. Обрезаем лишнее и вставляем решетку на свое место. Итак, затянул скотчем весь наш остов бампера. На этот скотч буду налаживать уже полиэфирную смолу, стекловолокном и со стеклоткани. Уже примерно будет видно, уже вернее видно примерно, как он будет выглядеть. Ушло на все про все. Вот это вот столько скотча. 1,5 рулона. Решеточку я просто положил. Именно там, где она и должна лежать. Здесь немножко снял фаску, чтобы наложить сюда стекловолокна. Все. Клеим. Итак, залили все полиэфирной смолой, со стекловолокном, со стеклотканью. Вот так оно все выглядит. Оно уже подсохло. Там где один, где пару слойков, это для того, чтобы сделать контур. Далее я сейчас буду делать, подрубывать то, что торчит, мотовать, и дальше продолжаем налаживать стеклоткань. Вот так выглядит обработанный бампер. Я поубирал
такие небольшие бугры, неровности. Заодно видно, где надо еще докидывать, где яма, где бугорок. Точил я машинкой такой, 80-я наждачная бумага. Ну и болгаркой такой лепестковой, грубо. Все, закидываем вторым слоем. Итак, вот так у нас все выходит. Я промежуточно не снимал. Поломалась моя камера. Что с ней случилось? Вот, взял камеру у соседа. Продолжаем съемку. Я не помню, на чем я закончил. Так, снял я все это дело с машины. Видно, он внутри уже пустой. Вытащил частично каркас наш со шпилек. Пообдирал скотч малярный, картонки, всю эту чепуху. Пообдирал, вот она все в кучке валяется. Вот это наш нижний скелет. На основе этого нижнего скелета я планирую как-то крепление к автомобилю и к бамперу примудрить. Так, сейчас сделал уже, отлил бока, отлил низ, выпилил отверстие под туманки. Мне вот такие вот туманки принесли. Вот это попросили всю кучу ставить наш бампер. Так, как я сделал отверстие под туманки, или как я буду делать. Выпилил я отверстие, приложил бумажку, пальцем попродавливал все это дело. Очертились контуры краев. Я по этим контурам вырезал отверстие в бумажке. Бумажку взял, перевернул ее наизнанку, положил на эту сторону, отметил отверстие. Бумажку убираем, сверлим отверстие. Вот так у нас получается симметрично фары. Или туманки, как их называть. Потом я, как видно, с обратной стороны залил это дело пеной. В пене приблизительно по нашей туманке подставил туманку, так приблизительно вырезал, подрубал пену. Нам надо будет, чтобы немножко под наклоном были такие очки, или как их там назвать. Ну так оно выглядит. Потом обложу сейчас стеклотканью. Потом разберу ту всю чепуху и внутри покладываю стеклотканью. Потом уже подрубаю, выпиляю под наши линзы или туманки, как их там называть как угодно. Как-то так. А, еще тут я немножко чуть неправильно сделал, несимметрично. Опять же, все это проложим бумажку, обрисовываем этот контур, прикладываем сюда в зеркальном отражении и смотрим нашу симметричность. Тут выбилось, надо немножко подложить сюда, в эту плоскость, сюда накидать и сюда накидать на эту часть. Ну, типа как подшпаклевать, только наложить. Так, продолжаем.
Залепил я очки наши. Подзакидал там, где у нас, видимо, ямки, неровности. Так, все, подстынет, завтра пену выколупаю снутри и еще закидаю с нутров. Как-то так.